Аня, как вам всегда удается быть в хорошем настроении? А я, друзья, сразу иду на кухню и начинаю готовить какие-то вкусняшки. Сегодня горячий молочный пирог. Вкусно! Можно это сделать при помощи миксера, обычного ручного, а можно, как я, с помощью своей чудо-машинки. Понадобится 4 яйца комнатной температуры. Яйца беру довольно-таки крупные. Разбиваю в чашу. Сюда щепотку соли и 250 грамм сахара. Сладким не будет. Пирог получается довольно-таки большим, поэтому, друзья, смело добавляем сахар. Устанавливаю венчик. Так, вспомнила. И начинаю взбивать. Яйца с сахаром нужно взбить в пышную пену, как на бисквит. Поехали. А этим временем подготовлю остальные ингредиенты. Сотейник на огонь. Сюда 240 мл молока. 70 граммов сливочного масла. И граммов 10 ванильного сахара. Это называется, друзья, закон подлости. Перемешиваю и довожу молоко до кипения. Как только появятся первые бульбашки, можно выключать. Все. А сейчас сухие ингредиенты. 350 граммов просеянной муки. Добавляю 2 чайные ложки с небольшой горкой разрыхлителя. Это будет 10 граммов. Перемешиваю. Ну и все готово. Осталось только немножко подождать, пока взобьются яйца и нагреется молоко. Как только получилась вот такая вот пышная белая масса, достаточно взбивать. Сейчас покажу вам ближе. Вот такая вот масса. След от венчика остается и продерживается несколько секунд. Красота! Поехали дальше, друзья. Молоко. Как только появились первые бульбы, Сережа, покажи. Видно? Видно. Все, можно выключать нагрев. Пусть оно себе здесь на плите так и стоит. А я займусь тестом. Беру муку, визуально делю пополам и высыпаю в чашу. С помощью венчика или даже можно использовать миксер на небольших оборотах, вмешиваю муку. С помощью венчика все прекрасно размешивается. Смелее. Когда первая часть муки вмешалась, беру горячее молоко и вливаю первую половину. Также половину, друзья. Быстренько вмешиваю. Молоко вмешалось, добавляю вторую часть муки. Она будет оставшейся. Снова вмешиваю муку. Уверенными и в то же время аккуратными движениями. Собираю со стенок, чтобы все хорошо мешалось. Пахнет потрясающе. Такой молочно-ванильный. Все, вливаю оставшееся молоко и продолжаю замешивать. Не знаю, видно вам или нет через камеру, тесто получается воздушным, пузырчатым и живым. Оно прямо дышит, пузырьки проскакивают. Все, друзья, тесто готово. Получается такая, как густая сметана. Готово. Беру форму, у меня 30 на 20 сантиметров. Выстилаю пергаментной бумагой и выливаю тесто. Сереж, покажи, какое классное тесто получается. Так и назовем его королевский пирог из простых продуктов. Я думаю, эти продукты всегда есть у всех в холодильнике. Правда? Правда. Ведь мы все короли своей жизни. О, правильно, Сережка. А чтобы пирог равномерно и красиво поднялся, беру палочку деревянную и провожу от центра до краев. А вот такими вот круговыми движениями. Как и с бисквитом, друзья. Все, с Богом. Форму ставлю в разогретую до 160 градусов духовку на 30-40 минут. Все же вы, хозяюшки, ориентируйтесь по своей духовке. Если вдруг у вас верх духовки сильно подпекает, как у меня, посмотрите, видите, он уже подрумянился. Рекомендую сверху накрыть фольгой, потому что по времени еще рано, а пирог подрумянился. Прошло 35 минут, я думаю, можно уже посмотреть, что у нас здесь. Ой, какой красивый, посмотрите. Да, друзья, с вами Ух ты кухня. Конечно же, готовность проверяю деревянной зубочисткой. Палочка должна полностью выходить сухой. Идеально. Идеально просто, друзья. Достаем. Перекладываю на решетку. Посмотрите, какой красавчик. Ой, это просто чудо. Оце вкусно у нас сегодня, Сережка. Остывший пирог по желанию можно посыпать сахарной пудрой. Он получается в меру сладкий, поэтому, друзья, мы можем смело с вами его еще и посыпать. Дингенбелл. Скоро Новый год! Ой, класс! Сережка, уже пора готовиться к Новому году.
подарки, меню. Ставьте лайки, друзья, за такой вкусный. Поверьте, это очень вкусный пирог. А делается проще простого, вы сами это увидели. Подавать я люблю этот пирог с напитками с детства. Как думаете, какой? Конечно же, какао. Покажу, как его делаю я. Буквально за 30 секунд. Беру 2 чашки. В каждую добавляю по столовой ложке какао. Сахар по вкусу. А что ты молчишь? По щепотке соли. Вливаю кипяток. Полчашки. Есть. И хорошо размешиваю, чтобы растворилось какао. И доливаю горячее молоко до полной чашки. Все, друзья, какао готово. Это очень вкусно. И просто. Не надо ни кастрюль, ни сотейников, ничего варить. Класс. Ну а сейчас пирог. Я думаю, всем интересно увидеть, что там в серединке. Идет как по маслу. Та-да-да-да, та-да. Оп. Посмотрите, какая красота. Какой он пышный. Как шифоновый бисквит, друзья. Посмотрите, какой он нежный. Пирог получается в меру сладкий, влажный, сочный и с приятным молочным вкусом. Попробуйте приготовить хотя бы разочек. Прям вообще класс, друзья. Не могу нарадоваться. Очень хочу убедить вас испечь этот пирог. Реально вкусный. Влажный, сочный, воздушный. Он вкусный как холодный, как и на следующий день. Он просто вкусный. Вот и все. Ой, уже слюнки текут. Во. Маня, что такое? А что ты там присел так тихо? Ага, папа пробует пирог. Ну как тебе какао мое? Вообще шикарно, классно. Скажи, Солька дает свой шарм. Да, есть свое. Угу. Ну а теперь пробуй твой пирог. Давай. Ух, какой влез кусочек тебе. Во, Вкусно? Скажи, такое нежное-нежное. вообще класс. Теперь будем только готовить только так. Что бисквитное тесто? Ну, кстати, Мани просит. Мани, тоже хочешь кусочек? А дай ему кусочек дам. А ну, только пока это... Сидеть. Можешь. Молодец. Все, больше не дадим. Кусочек маленький, и все. Конечно, папе все останется. И какао вообще в самый раз, да? Вообще. Вкусно-вкусно, да? Благодарю тебя, Солнышко, за такую вкусняшку. Пожалуйста. Сечка у тебя какие красивая сережка. Так благодаря тебе, за твое здоровье. Благодарю. Стараюсь. Мани. Не дает больше, да? А больше нельзя, только маленький кусочек. Это реально вкусно. Вкусно? Пипец класс. Я вот тоже, видите, тут чаевничаю. Аня, а это что за фасоль у тебя стоит замоченная? А это, Сережка, сегодня будем делать вкусный гарнир из свеклы и фасоли. Девчоночки, как я обещала, начинаю серию рецептов из фасоли. Уж очень хочу научиться ее готовить. Видите, подготовилась прям профессионально. Пирожок отдыхает. А Мани пирожок сторожит. Да, Мани? Мани. Ты что, подгрыз делаешь? Будь здоров. Ты мой хороший мальчик.